Здравствуйте! Мое сегодняшнее видео о двух самолетах и одном вертолете на современных памятных банкнотах Польши. Вообще, надо сказать, что у Польши на текущий момент есть целых 4 банкноты с изображением самолетов. Но я решил разделить рассказ о них и показать пока только то, что есть на текущий момент у меня в альбоме. Вот эти две памятные банкноты 20 и 22 года. Рассказ о 50 злотых 36 года. На самом деле, это, конечно, очень тяжелая позиция. И о 20 злотых 46 года оставить уже для отдельного видео. Итак, две банкноты традиционного для памятных банкнот Польши номинала 20 злотых. Первая из которых, вот эта, посвящена столетию победы войска польского над Красной Армией в битве под Варшавой или в Варшавской битве, одном из ключевых сражений советско-польской войны 1919-21 годов. Банкнота была выпущена 11 августа 2020 года тиражом 60 тысяч штук. И надо отметить, что помимо всего прочего, она еще интересна тем, что это первая, насколько я понимаю, на текущий момент единственная банкнота Польши с вертикальным дизайном. На лицевой стороне здесь изображен Юзеф Пилсудский на фоне Варшавы. Это изображение взято вот с этой картины. А на обороте основным изображением является часть вот этой аллегорической картины художника Ежи Косака под названием «Чудо на Висле». Что интересно, что если бы художник банкноты изобразил картину более полно на банкноте, то мы бы увидели здесь существенно больше самолетов. Видите, их здесь несколько в верхней части картины. А так на банкноте он есть только один. Вот этот в роли защитного элемента, то есть изображение на обеих сторонах, совпадающего на просвет. На первый взгляд можно предположить, что это какое-то обобщенное схематическое изображение биплана времен Первой мировой войны, но на самом деле, если приглядеться, здесь достаточно видно, что изображение сделано достаточно детализированным. Здесь видно и то, что самолет двухместный, и особенно бросается в глаза форма характерного хвостового оперения. То есть это позволяет нам попробовать разобраться, что же это все-таки за самолет. В начале 20-х годов на вооружении ВВС Польши было достаточно много типов летательных аппаратов. Я в разных источниках насчитал до 20 типов, 18-20 типов. Но если просто начать сравнивать, то достаточно легко найти полное совпадение этого изображения с одним из них, а именно с французским Бреге-14. Вот, пожалуйста, посмотрите, Бреге-14. Один из самых известных и массовых самолетов Первой мировой войны, который выпускался и после ее окончания аж до 1928 года. Всего было построено до 8000 самолетов этого типа. Кстати, мы его еще увидим на французских 50 франках, но это, как говорится, совсем другая история. На момент советско-польской войны в ВВС Польши было до 77 самолетов этого типа в двух самых распространенных вариантах. Бреге-14А2 – это разведчик двухместный, и Бреге-14Б2 – бомбардировщик, тоже двухместный, соответственно. В последующие годы количество самолетов этого типа Бреге-14 в польской авиации достигало 158 штук, которые эксплуатировались до начала 30-х годов и были выведены из состава боевой авиации Польши в 1932 году. Вторая сегодняшняя памятная банкнота того же номинала 20 злотых – это банкнота, которая официально называется «Защита восточной границы Польши», банкнота 22 года. На буклете информации о тираже почему-то нет, но на сайте Банка Польши указано, что ее тираж составляет 80 тысяч штук, то есть на 20 тысяч штук больше, чем у первой банкноты сегодняшней. На лицевой стороне, как здесь следует из описания, изображены офицер-пограничник и солдат войска польского. Ну и фрагмент карты Польши с восточной границей. С точки зрения защитных элементов банкнота очень интересная. Здесь есть и конгреф, видите, в виде римской двадцатки. Не знаю, видно или нет, надеюсь, видно. И очень красивая вот эта вот защитная полоса двухцветная.
Итак, что же у нас здесь есть? Как и на предыдущей банкноте, на самом деле они немного перекликаются, пересекаются в этом отношении. Здесь в качестве защитного элемента, опять же, изображение, которое видно на просвет, изображенного с двух сторон, изображен истребитель F-16. С идентификацией этого летательного аппарата здесь никаких вопросов не возникает. Вот несколько фотографий польских F-16. Причем обратите внимание, что художник здесь на банкноте, на таком небольшом рисунке и разместил опознавательные знаки ВВС Польши, то есть так называемую, достаточно известную авиационную шахматную доску. Я вот этот вот знак имею в виду. А теперь самое интересное. Основным изображением оборотной стороны является изображение полицейского вертолета в полете. Полицейского вертолета Сикорский С-70I Black Hawk. Это обозначение вертолета в модификации UH-60M, но который произведен польским предприятием, польской компанией PZL Mielec. Это польский авиационный завод, предприятие с очень длинной, богатой историей, основанное еще в 1939 году, которое в 2007 году было приобретено компанией Sikorsky Aircraft Corporation, корпорацией, и с 2010 года выпускает самолеты этого типа. Вертолеты. Причем здесь мы видим изображение не просто вертолета конкретного типа, а если приглядеться и рассмотреть внимательно, то конкретного вертолета. Здесь можно увидеть регистрационный номер воздушного судна и там дополнительный номер А102, регистрационный номер SN71XP и надпись «Полиция» по борту вертолета. Смотрите, пожалуйста. То есть получается, на самом деле, что перед нами, во-первых, одна из очень немногих банкнот в мире с изображением вертолетов вообще. При этом, то есть их там до десятка, наверное, можно насчитать, если брать еще Юго-Восточную Азию. Эта банкнота с изображением одновременно и самолета, и вертолета, таких я вообще знаю только две. То есть эта банкнота и 1000 рупий Шри-Ланки, о которой я недавно рассказывал. И при этом это единственная банкнота с изображением не военного или гражданского, а полицейского вертолета. И единственная, где изображен полностью идентифицированный вертолет, конкретный вертолет. Такая вот уникальная с точки зрения авиационной темы банкнота получается. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.